Та зима была особенно холодной. Морозы лютовали, заставляя лесных жителей прятаться по норам и дрожать от холода. Только необходимость охотиться выгоняла хищников из убежищ. Снежный барс, который жил в глуби леса, на промысел выходил ежедневно. Его красота, равно как и умение охотиться, были хорошо известны всем обитателям. Это была его территория. Здесь все было знакомо. В то утро ничто не нарушало его привычного расписания. Спокойно выйдя из убежища, барс замер, внимательно оглядываясь и прислушиваясь к звукам. Ему некого было бояться, здесь он был вершиной пищевой цепочки. Навредить ему мог разве что человек. Где-то неподалеку находился олень. Это был крупный самец с роскошными рогами. Не замечая приближения хищника, он спокойно выискивал около стволов островки мха. Огромный кот замер, припав к холодному снегу. Когда олень учуял опасность, было уже слишком поздно. Один бросок смертоносного охотника, и он уже на спине жертвы. Олень стал очередной добычей старого матерого барса. Но неожиданно ему послышался странный звук, то ли скулёж, то ли плач. От него веяло тоской и болью, а еще примешивалось отчаяние и страх. Барса привлек этот странный звук, объяснить который ему не удавалось. Он решил проверить на всякий случай, громко мяукнув, предупреждая возможные посягательства на свою добычу, а затем направился на звук плача. Даже его, страшного и беспощадного, расстроило увиденное на соседней поляне. Посередине лежало тело молодой волчицы. В том, что она уже не дышит, сомнений не было, значит, трагедия произошла не сейчас. Борьбой произошедшее назвать было сложно. Это была бойня. Нападающих было много, среди них были собаки. Барс учуял запах своих врагов издалека. Это удивило и озадачило его. Никогда раньше люди не заходили так далеко в лес. Да и убийство больше напоминало загон с травлей собак. Значит, люди просто развлекались. Кот презрительно отвернулся и собрался уходить, ему было не понять людей. Он сам был хищником, но убивать ради забавы никогда бы не стал. Другое дело, когда ты голоден. Но вдруг возле тела волчицы произошло какое-то движение. Заметив его краем глаза, барс моментально развернулся и приготовился нападать. Но то, что он увидел, остановило его прыжок. Рядом с телом матери копошился ее малыш, совсем еще крошечный. Истощенный волчонок дрожал, не имея возможности согреться под холодным телом матери. Она поэтому так яростно и защищалась, а люди даже не увидели кроху, оставив на верную смерть. И вот теперь волчонок голодными глазенками смотрел прямо на огромного непонятного зверя, находившегося в паре шагов от него. Закон леса прост — выживает сильнейший. И барс, величественно взмахнув длинным хвостом, спокойно направился прочь. Резкий писк позади заставил его обернуться. Упрямое маленькое создание отчаянно шло за ним, пытаясь перебраться через огромные для его размера ветки. Решив припугнуть, чтобы тот отстал, барс грозно зашипел и оскалился. Волчонок присел от испуга, но через секунду продолжил свое движение. Сил у него было мало, потому барс пошел дальше, предположив, что волчонок отстанет. Отыскав оторванную оленью ногу, хищник вернулся в свое логово, но как только приступил к трапезе, он замер. У входа дрожал тот самый волчонок, неизвестно как добравшийся за ним следом. Заходить он не спешил, просто тихонечко поскуливал, глядя на белого монстра. У своего логова барс не охотился, да и угрозы от крохи можно было не ждать. Ухватив его за загривок, барс втащил непрошеного гостя и опустил его перед мясом. Волчонок был слишком мал, чтобы отрывать от такого большого куска, пришлось откусывать ему небольшие кусочки мякоти. С легкостью насытившись, детеныш свалился прямо на месте.
Но он никак не мог согреться, шерсть замерзла и торчала, как иголки. Не понимая, зачем ему такое наказание, барс подгреб под себя дрожащий комок и принялся вылизывать найденыша. Во сне, ворочаясь и толкаясь, барс слышал стук его сердца и приятное тепло, и сам не заметил, как уснул крепко и надолго. Остатка мяса хватало еще на пару дней, и утром кот на охоту не пошел. Нет потребности в еде, а значит, нет необходимости убивать. Животные законы просты и гораздо гуманнее человеческих. Так волчонок обрел семью. Выгонять его смысла не было, все равно вернется. Барс принял щенка, стараясь не думать о том, что будет, когда тот вырастет. Эта порода волков была ему слишком хорошо знакома. Северные виды отличались огромными размерами, силой и неконтролируемой яростью. С этим видом у барса была негласная договоренность, обе стороны соблюдали нейтралитет, обходя соперника стороной. Им нечего было делить, еды хватало. Зима, хоть и длинная, но вскоре закончилась благодаря снежному коту. Подрастающий волк никогда больше не знал, что такое голод и страх. Им было уютно и комфортно рядом. Повинуясь неведомому чувству, кот учил приемыша своим повадкам в охоте, хотя инстинкты волка позволяли ему и без этого становиться все проворнее и удачливее каждую тренировку. Теперь эта пара часто появлялась в лесу вместе, охотясь или прогуливаясь. Барс позволял приемному сыну играть со своим хвостом и уже не сердился, когда тот пытался его укусить. Щенок давно стал матерым волком, но признавал главенство барса и слушал его. Он часто уходил по своим делам, но всегда возвращался. В его понятии барс был его стаей, а стаю не бросают. Кот старел, охотиться становилось сложнее, и в один из дней, когда первый снег укрыл покрывалом лес, ему пришлось уйти дальше обычного. Тогда он и услышал звуки людей, которые выслеживали и загоняли его. Охотничьи псы взяли след, и огромному коту пришлось спасаться бегством. А позади раздавались звуки выстрелов. И вдруг он почувствовал, как пуля обожгла кожу, задние лапы прошли на вылет. На белом снегу за ним потянулась ярко-красная дорожка. Кот физически ощущал, как вместе с красными каплями утекает его жизнь. Слабеющие лапы плохо слушались, глаза затуманило, и кот упал на снег. В угасающем сознании барс еще услышал, как среди голосов прорвался жуткий рев волка, и он увидел очертания его огромной фигуры. Страшная ярость придавала ему сил. Охотничьи собаки, пытавшиеся приблизиться к барсу, разлетались от ударов мощных лап, зубы рвали плоть, а скал наводил ужас. Охотники не стреляли, боясь попасть в своих же животных. Шкура барса людей больше не интересовала, потому что она была в крови и в отверстиях от пуль. Охотники отозвали выживших собак и ушли прочь. Возле кота остался лишь огромный волк. Осторожно, как когда-то его за загривок, потянул он барса в логово. Волк старался идти медленно и аккуратно, но все равно замерзшие ветки царапали кожу его кота, оставляя полосы по дороге. Барс окончательно потерял сознание, а когда очнулся, понял, что прошло много времени. Последнее, что он помнил — адский холод, сковывающий все тело. Теперь же ему было тепло. Открыв глаза, барс увидел своего волчонка, плотно прижавшегося к нему. Вот отчего было так тепло. Рану найденыш вылизал, и она уже не кровоточила. При первом его шевелении волк вскочил и принялся скулить. Он все еще считал барса старшим по званию и радовался его возвращению. В углу логова было заготовлено свежее мясо. Его приемный сын отплатил той же монетой. К тому же в стае больных не бросают. Барс больше не мог охотиться, задняя лапа сильно пострадала от выстрела. При ходьбе он сильно хромал, но никогда не оставался голоден. О нем было кому позаботиться. И еще долгое время странная парочка вызывала недоумение у обитателей леса.
Хотя скоро все привыкли считать барса легкой добычей, никому в голову не приходила мысль напасть на него. С такой охраной себе дороже будет. Старый барс мог собой гордиться. Он вырастил настоящего воина и охотника. Он понимал, что его доброта стала этому причиной. Закон леса. Нет голода, нет смерти. А звери — не люди. Они законов не нарушают. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.